Я вас приветствую на нашем канале 10 лучших островов для отдыха. И в этом видео покажу, как происходил наш перелет из аэропорта Калиба до острова Сибу. Аэропорт Калиба небольшой. Добирались мы его с Боракая примерно 2 часа, но при этом где-то минут 40 мы ждали, пока минивэн загрузится и отправится в аэропорт. Видео, где я показывал дорогу от острова Боракая до Калиба, я говорил, что когда вы покупаете билеты с острова Боракая до аэропорта Калиба, вам дают 2 талончика. Первый талончик вы отдаете на паром, второй для минивэна. Так вот, вот этот второй талончик отдавайте минивэну только после того, как он привезет вас в порт Калиба. Потому что он пытался схитрить. Мало того, что стояли 40 минут, ждали, пока он соизволит поехать в аэропорт, он там пытался еще кого-то там загрузить. Так он, когда мы подъезжали к аэропорту, нас хотел, не доезжая аэропорта, высадить под предлогом тому, что он не едет в аэропорт. Поэтому наш совет: не повторяйте наших ошибок, а возьмите в соседнем окошке трансфер до аэропорта Калиба. Мы наблюдали, что их минивэны быстрее отправлялись, пока мы стояли и ждали хитроумного этого водителя, пока он там какие-то свои шкурные интересы там делал. В какой-то момент мы даже немножко начали волноваться, поедем мы, успеем до аэропорта, не успеем до аэропорта, начали его гонять. Он там все время отнекивался, говорил, что сейчас кто-то придет, сейчас посадит кого-то, и мы поедем. И это продолжалось до тех пор, пока мы не стали собирать вещи, чтобы вылезти с этого минивэна и пересесть на другой. Когда мы планировали путешествие по Филиппинам, мы сразу предполагали, что Новый год встретим на острове Боракай. Оттуда, с аэропорта Калиба, доберемся до острова Сибу. С аэропорта Сибу до автостанции там ходят такси. Видео мы выкладывали про аэропорт Сибу и как это происходит. С автовокзала Сибу на автобусе нам надо было добраться до деревеньки Танаван. Она находится недалеко от городка Слоп. В этом местечке и происходит купание с акулами. Советуем обязательно побывать там, испытать это чувство, когда рядом с таким гигантом ты находишься в океане. Покупавшись с акулами, мы вернулись в аэропорт Сибу, где с авиакомпанией Aeroswift мы перелетели на остров Палаван, городок Эль-Нидо. Можно было дешевле долететь до городка Пуэрто-Принцесса, но потом пришлось бы 5-6 часов телепаться бы на минивэне до Эль-Нидо. Чем интересен Эль-Нидо? Тем, что там есть туры по островам. Обязательно советуем там побывать и начинать сначала с тура Б, потом тур С, потом тур А. Где продают дешевые туры, видео мы выкладывали. Кстати, хотим сразу предупредить, что в Эль-Нидо пляж плохой, и все едут купаться на ближайший пляж, он называется Лас-Кабанас. Мы там и бронировали отель. Побывав на Эль-Нидо, мы забронировали трансфер до подземной реки, она находится недалеко от Пуэрто-Принцесса. В этот трансфер входил минивэн, где нас забрали с отеля 4:30 утра, и в обед мы были уже в этом местечке, где находится подземная река. Конечно, интересная экскурсия. В трансфер входил обед и пермит. Обратите внимание, что пермит — это разрешение на посещение подземной реки. Без него вас туда не запустят. И в районе 7 вечера мы уже были в Пуэрто-Принцессе в отеле. На следующий день мы вылетели опять на остров Сибу, откуда на самолете перелетели в Сингапур. Если вы будете путешествовать, как мы, то есть Филиппины, Сингапур, Куала-Лумпур, то виза вам в Сингапуре не понадобится. 96 часов вы имеете полное право там побывать. Мы воспользовались этой возможностью. В Сингапуре мы поселились на острове Сентоза для того, чтобы пораньше посетить парк Universal Studio. На самом деле интересные аттракционы. Как можно совместить за 2 дня все это, видео мы выкладывали. Подписывайтесь на наш канал 10 лучших островов для отдыха. Впереди много интересных видео.